Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». По плану в этом ролике мы должны были с вами смотреть среднесрочный прогноз по нефти или по золоту. Но в самом конце декабря произошло ключевое событие гривны к доллару. Поэтому этот ролик как бы не очередной, немножко экстренный. Однажды Наполеона спросили, какие факторы необходимы для победы. На что он ответил: их всего 3. Первый фактор – деньги, второй фактор – деньги и третий фактор – деньги. Конечно же, Наполеон, говоря о деньгах, подразумевал ресурсы и экономический потенциал страны. Только они могут обеспечить долгосрочное и эффективное функционирование армии. Но прежде чем перейти к гривне, я еще в который уже раз хочу подчеркнуть, что всеми процессами рулят не курсы. Курсы валют, цены сырья и состояние фондового рынка только отражают реальную картину по объему добычи и трансформации энергии в полезную работу, то есть различные товары и продукты. И способность экономики воспроизводить этот цикл круговорота товаров, спроса и денег. И если размер этого цикла увеличивается, то растет и сама экономика. При этом мы с вами уже убедились в том, что более качественный вывод о состоянии экономики мы можем сделать, если смотрим на нее в золоте. Мы это с вами видели на примере недвижимости, нефти и американских гособлигаций. Ссылки на эти ролики сейчас на экране. Также мы чуть-чуть коснулись этого на примере американского фондового рынка. Облигации на Дзене, мировая война 90-х сдвинулась на сейчас экономическое доказательство. Ссылка на эту публикацию и на ролики под этим видео в его описании. Определяющим моментом для экономики является реальный сектор производства товаров, эффективных технологий, полезных знаний. Но, тем не менее, состояние финансов, с одной стороны, отражает то, как это выглядит и в каком состоянии находится, а с другой может либо создавать более благоприятные условия для развития, либо, наоборот, препятствовать этому развитию. То есть, несмотря на то, что фундаментом является реальная экономика, тем не менее, обратная связь с финансами есть. И иногда она может быть очень сильной. Именно такая ситуация сложилась сейчас для оружия нашего противника ВСО. Заметьте, бывшую УССР я называю больше орудием нашего противника. Не потому, что недооцениваю опасность, а наоборот. Потому что нашим реальным противником ВСО является Запад. И Украина – это его оружие. Сейчас для гривны сложилась такая редко встречающаяся ситуация, когда динамика валюты существенно может повлиять на протекание реальных событий, то есть на ход СВО. Война – это не только полки, батальоны и техника. Это огромный военно-экономический механизм с очень сложной и интенсивной логистикой, военным производством, медициной, социалкой, информационным противоборством и прочими важными вещами. И как отражение планирования и реализации этих процессов в обратную сторону движутся деньги. И если с этим движением вдруг возникает сбой, это может очень сильно повлиять на весь процесс. Сейчас с гривной сложилась именно такая ситуация, когда она, с одной стороны, показывает очень высокую неустойчивость военно-экономического механизма нашего противника, а с другой стороны, дестабилизация самой гривны может резко ускорить слом самой военно-политической машины противника и привести к обвалу его фронтов и политической системы. Теперь переходим к графику и смотрим все наглядно. Но поскольку мы с вами уже знаем, что более информативную и адекватную картину дает золото, как более качественная мера сохранения стоимости, то сначала мы посмотрим на стоимость золота в гривне. Это позволит нам лучше понять стратегическую перспективу и более качественно трактовать поведение гривны к доллару и к рублю. И, соответственно, поможет адекватнее связать эту динамику с реальными событиями. Переходим к графику гривны к золоту. Это у нас с вами стоимость унции золота в гривне со второй половины 90-х по настоящее время в годовых свечах. Вот оно. То есть одна свеча, допустим, вот это или вот это 1 год. Подчеркиваю, это стоимость золота в гривнах за одну тройскую унцию, то есть за 31 грамм. Напомню, что все графики к этому ролику, как обычно, есть в
в публикации на Дзене. Ссылка на эту публикацию под этим роликом. Этот график не учитывает процесс перехода с советского рубля через карбованец на гривну. Поэтому разметка относится к истории с начала, где-то там с начала 90-х, ее здесь нет. Я так примерно знаю, предполагаю, как она была. Так, теоретически. И поэтому здесь только волны синего среднего масштаба. И нет волн большого зеленого масштаба. Если вы будете потом этот график сравнивать с историей рубля к золоту. Ссылка на последний ролик этой истории сейчас на экране и под этим видео в его описании. Большая синяя единичка вот эта показывает наиболее вероятное положение первой большой волны лета. То есть вот это вот. Это первая волна. Двоечка это вторая волна. То есть вот она вторая волна. Соответственно, с 2014 года, вот отсюда, началась третья большая синяя волна. То есть вот это вот все, это третья волна. Мелкие синие цифры, 1, 2, 3, показывают наиболее вероятную внутреннюю разметку этой третьей синей волны. То есть всей вот этой вот волны. Это и внутренняя структура. Не внутренняя маленькая третья волна, то есть вот это вот. Не сама третья волна пока еще не завершены. Возможно альтернативная разметка, если полагать, что максимум первой синей большой волны, то есть вот эта вот циферка, находится вот здесь, максимум 2015 года. Но с одной стороны это менее вероятный вариант, а с точки зрения конечного результата это приведет к похожим, но еще более тяжелым результатам для гривны. Поэтому мы смотрим более консервативный вариант. То есть такой менее опасный для гривны. Отрисованная в 2011 году падающая звезда была действующей и рабочей. То есть это вот эта свечка. Вот она, падающая звезда. И в 2013 году вот, она была пробита вниз. И если бы события развивались регулярным образом, без бунтов, то гривна должна была укрепиться к золоту процентов на 30-40. Ну, в район примерно 6-7 тысяч. Вот куда-то вот сюда вот. Вот в это место примерно. Этому были и объективные причины. Политика тогдашнего премьера Азарова работала хорошо, а экономика Украины тогда росла быстрее и американской, и европейской. Янукович решил отложить вступление в Евросоюз, чтобы договориться с Россией там, по таможенным делам и выторговать лучшие условия, ну, чтобы не слить экономику. Это не устраивало Европу, потому что в таком виде Украина создала бы очень сильную конкуренцию внутри Европы. Но в первую очередь это не устраивало Штаты и Британию. Во-первых, у них, как, впрочем, и в Европе, на Украину были несколько иные планы. Прежде всего, она была нужна как антироссия и источник очень дешевых активов и сырья. Это в первую очередь земля и полезные ископаемые. Или там первого передела продукты. Металл, уран, сланец. А такие роли плохо получаются, когда экономика растет и валюта укрепляется. Укрепление гривны к золоту, вот, о котором я говорил, на 30-40%, привело бы и к ее укреплению к доллару, примерно на такие же величины, от существовавшего тогда курса около 8 гривен за доллар. Это бы нанесло удар и по доллару. Напомню, что после обвального падения доллара к золоту в 2000-х, то есть вот весь вот этот период, МВФ всеми правдами и неправдами пытался его удержать от полного разгрома. Для этого был и азиатский кризис 2008 года, вот где-то вот здесь, и рекомендации МВФ 2012 и 2013 года, вот здесь, об ослаблении национальных валют к доллару. Геополитику и военно-политические вопросы мы трогать сейчас не будем. Но Янукович во второй половине 2013 года, вот здесь вот, занял выжидательную позицию в надежде половировать между Штатами, Европой, Китаем и Россией.
Финансово-экономически его позиция была достаточно прочной, о чем говорил в 2013 вот этот вот пробой вниз вот этой свечки, то есть падающей звезды 2011 года. Это была правильная, достаточно обоснованная политика – подождать. Поэтому что нужно делать, если доброе слово не помогает в переговорах? Правильно. Нужно доставать пистолет, щиричь организовывать Майдан и сносить неуступчивого оппонента. Техническая картина роста гривны к золоту, то есть вот она начала расти к золоту, была снесена в январе 2014 года. То есть, это годовая свеча, мы потом меньше посмотрим. Настраивалась она через доллар. Чуть позже мы с вами увидим, что позиции против гривны открывались вот отсюда, с середины 2013 года. Имеется в виду в долларе. То есть фундаментальные причины начала технической реализации третьей большой синей волны, то есть срыв вот этой сработавшей картинки и начало третьей большой волны, вот этой всей, по крайней мере, пока вот этого куска как бы, это был Майдан. То есть он явился причиной слома вот этой сработавшей картины и начала падения гривны к золоту. Пик 2015 года, то есть вот это место, это Дебальцевский котел и вторые Минские соглашения. С 2013 года примерно с 10 тысяч гривен за унцию по сегодняшний день гривна упала к золоту почти 8 раз. Примерно до 8 тысяч. Вот оно, это падение. То, что фрагмент 14-15 года наиболее вероятно первая маленькая внутренняя волна во всей большой третьей волне, это технический вывод. Высокую вероятность такой трактовки можно получить из квартального и месячного масштаба. Мы потом это глянем. Первая волна – это преддверие третьей волны, которая, как правило, должна иметь кратно больше размера. Что это дает с точки зрения трактовки реальных событий? Минские соглашения, по идее, должны были привести как минимум к восстановлению целостности Украины и нормализации экономического состояния. Эту возможность показало формирование падающей звезды 2015 года. Вот она. То есть, если Минск был бы выполнен, то наиболее вероятно начались бы колебания где-то вот здесь, а может быть даже подвалилось бы куда-то вот сюда. Если бы, повторяю, они выполнялись. Но она не только не была пробита вниз, но и высокая вероятность трактовки всего фрагмента вот этого 14-15 года как первой волны подтверждали то, что в 2023 году, то есть вот здесь сформировалось подтверждение того, о чем Меркель потом сказала уже в 2023 году. Меркель вместе с Олландом, что никто эти Минские соглашения и не собирался выполнять. Подтверждением начала третьей волны, как всегда, является пробой максимума первой. Вот это первая у нас волна. Имеется в виду маленькая волна. Я говорю о начале третьей маленькой волны. Смотрим, когда это произошло. А произошло это вот в 2020 году. Вот он, 2020 год. И теперь отсюда переходим в кварталы. Это у нас золото-гривня в квартальных свечах. Вот первый квартал 2015 года. Тоже, кстати, обратите внимание, это падающая звезда. Характер движения золота в 2015-2020, вот здесь вот, показывал постепенное увеличение вероятности пробоя максимума 2015 года. То есть вот этого. Сейчас мы с этим разберемся. С третьего квартала 2015 года по 2018, то есть вот этот фрагмент, золото нарисовало импульсную волну. Помните о том, что это у нас кварталы, а в месяцах и в неделях эта картинка будет гораздо явственнее выглядеть. То есть и будет лучше видно то, о чем я говорю. Но мы в мелкий масштаб лезть в этот не будем. Вот первая волна, третий, четвертый квартал 2015 года. Вот третья, это 2016 год, вот она.
третья волна. И вот пятая волна. 17-й, там, 17-й год, начало 18-го. Вот пятая. Эта пятиволновка тогда была претендентом на первую внутреннюю волну в будущей третьей маленькой волне. То есть вот эта первая волна во всей вот этой вот третьей волне маленькой. Вот так вот примерно структура выстроена. Здесь внимательно я буду проговаривать помедленнее. Подтверждение начала маленькой третьей волны, то есть подтверждение начала вот этой вот волны, внутри большой всей вот этой вот третьей волны, произошло в первом квартале 2020 года. То есть вот здесь вот, вот в этом месте. То есть на пробое максимума первой маленькой волны. То есть вот этого места. Вот он произошел пробой. Это означало, что как минимум в январе-феврале 2015 года, 2020 года, вот здесь вот, резко выросла вероятность превзойти максимум 2015 года. То есть вот этого. То есть когда начинается третья волна после первой, это означает, что рост будет достаточно масштабным. То есть после пробоя эта вероятность резко увеличилась. То есть вот примерно с этого места. На самом деле, если быть еще более проницательным и дотошным, то первый вывод об увеличении вероятности пробоя максимума 2015 года, то есть вот этого места, можно было сделать в третьем квартале вот здесь вот, 2019 года. То есть вот здесь вот. Когда был пробит максимум конца 2018 года, вот у нас максимум 39 355, вот он пробит 39 383. То есть это начинается маленькая внутренняя третья волна, вот эта вот, то есть которая произойдет вот это вот первое. Воспринимается, наверное, все это немножко сложновато, особенно без дополнительной разметки внутренней структуры третьей маленькой волны, то есть вот этой вот. Но если кому-то важно разобраться, можно тормознуть и еще раз пересмотреть этот эпизод. Я зацепляю в рассмотрении эти мелкие детали для того, чтобы вы лучше почувствовали в реальности, что такое вложенная структура волн и какую роль она играет. То есть как постепенно передвигаться от старших масштабов к младшим при рассмотрении любого рынка. Помимо моих прогнозов, то есть рыбы, должны же у вас оставаться какие-то знания, то есть свои сети для ловли рыбы самим. Обратите внимание, что вероятность кратного роста золота, то есть вот этого, которое потом произошло, кратного падения гривны к золоту, то есть вот этого, по отношению к максимуму 2015 года. То есть вот она кратность. Вот первая волна, вот после сигнала о начале третьей, то есть кратный рост. Так вот, вероятность эта резко выросла, когда раскрутка Зеленского и его шансы стать президентом увеличились. То есть вот в этом вот месте. Конец 19-го, начало 20-го года. То есть эта вероятность масштабного падения гривны резко возросла в конце 19-го, начале 20-го. Как мы трактуем сильное падение какой-либо валюты к золоту? Правильно. В первую очередь это увеличение вероятности падения в ближайшем будущем покупательной способности зарплат, рост инфляции и ухудшение перспектив экономики. Подробнее мы об этом с вами говорили в ролике «Золото-доллар. Связь золота с зарплатами и инфляцией, с энергетикой и циклами». Ссылка на него сейчас на экране и под этим видео в его описании. То есть золото в первом квартале, вот здесь вот 2020 года, отражая планы и действия, которые осуществляли Запад и бандеровцы, сказала то же самое, что сказали Олланд и Меркель через 3 года. То есть она сказала, что весь характер реальных действий Запада и бандеровских властей направлен не на то, чтобы нормализовать жизнь, а на какие-то другие цели, по результатам которых
будет сильная девальвация гривны к золоту. Меркель через 3 года сказала, что это были за действия, на которые были направлены их реальные усилия. Заметьте, что через золото увеличить вероятность этого прогноза можно было в начале 2020 года, то есть не дожидаясь 2023, то есть тогда, когда она что-то скажет. Ну, понятно, разведданные были и в этом плане. То есть на самом деле наше руководство отлично понимало, что там происходит на самом деле. Вспомните о том, что Владимир Владимирович после выбора, после того, как Зеленский стал президентом, ну и сразу же начал там подпрыгивать, отказался с ним встречаться. Это не означает, что с золотом кто-то по секрету разговаривает или шепчется. Вовсе нет. Просто золото достаточно хорошо связано с реальными иконофизическими характеристиками экономики и поэтому отражает реальную картину и реальные последствия решения действий, а не болтовню чиновников. Но проявляется это не сразу, через некоторое время. Запомните, что золото показало увеличение вероятности негативных сценариев для бывшей УССР в начале 2020 года. Нам это просто в дальнейшем еще потребуется. Резюмируя, мы можем сказать, что ударом, инициировавшим падение гривны, которое потом произошло, то есть, грубо говоря, началом третьей волны, это был Майдан 2014 года. То есть вот он, первый квартал 2014 года. В первых месяцах была инициирована третья большая волна. С этого все и началось. Дальше это шествие Запада привело к ухудшению отношений с Россией, ну и так далее. И вплоть до военной эскалации, которая привела к угрозу государственности. О чем Владимир Владимирович открыто предупреждал бандеровцев еще за несколько лет до СВО. Что еще мы с вами видим на графике, что могло бы нам пригодиться для сегодняшнего дня? Первым мы видим, что сама третья маленькая волна, то есть вот этот вот фрагмент в рамках большой третьей волны, вот этой вот всей, начинает усложняться и приобретать внутренние волны тоже с импульсной структурой. Это проявляется в том, что с 2020 года, вот отсюда, друг за другом идут импульсные волны с сокращающимися коррекциями. То есть раз волна, два и так далее. О чем говорят сокращающиеся коррекции? Что вот эта вот волна, ну, может быть опять претендентом на первую волну, это еще больше, меньшего масштаба. Это опять третья волна как бы, то есть, но коррекция вот эта вот мелкая, она не относится вот к этой коррекции. Это говорит о том, что третья маленькая волна еще пока не завершена. Это означает, что стабилизация гривны, а значит и стабилизация гривны, а значит и ситуация в ее зоне в ближайшие как минимум кварталы очень маловероятна. Я употребил термин «зона гривны». Он носит достаточно точное значение. Это означает, что этот прогноз не относится к регионам, которые вышли или выйдут из зоны гривны и войдут в другие зоны, например, в зону рубля, как это сделал Крым и Донбасс. И похоже, что скоро сделает еще несколько регионов. Для того, чтобы посмотреть то, как золото оценивает и прогнозирует непосредственно текущие боевые действия, переходим в еще более мелкий масштаб, то есть в месячный. Тема СВО и боевых действий чрезвычайно болезненна. За каждым днем и часом СВО стоят жизни наших бойцов и жизни обманутого шайкой бандеровцев и Запада народа Украины. Любой анализ сух и неэмоционален, но важно помнить, что за ним стоит огромное количество жизней и судеб. Но в первую очередь об этой ответственности должны помнить политики и руководители бизнеса, принимающие решения, которые впоследствии влияют на все это. Это месячный график, как я уже сказал. Золото
за 3 года, то есть вот здесь вот уже, подтвердила слова Меркель за 3 года до того, как она вот здесь вот их сказала в 23 году. То есть вывод этот, вероятность того, что дальше все будет плохо, мы могли сделать уже вот здесь. Сейчас мы график подсольем. Вот как-то так вот. То есть мы возьмем график с 2019 года, нам нужна сейчас вот эта вот часть. Это вот 2020 год, это 2019. Ключевую роль в предстоящей трагедии сыграли события и решения, которые были приняты Западом и Зеленским в первой половине 2020 года. То есть вот в это время были приняты все ключевые решения. Фактически в это время ими были приняты решения, которые с очень высокой вероятностью привели гривну и всю бывшую СССР в точку невозврата. То есть вот сюда вот. То есть это точка невозврата с точки зрения технического анализа. То есть я сейчас не делаю никаких политических оценок. У меня просто этой информации нет. В период с середины 20-го, то есть примерно вот отсюда, по середину 21 года, вот до сюда, шли какие-то процессы, которые могли исключить или минимизировать катастрофический сценарий. Но что-то произошло в августе-сентябре. То есть вот здесь вот примерно. В августе-сентябре 2021 года. Что остановило этот процесс и резко усилило вероятность конфликта. То есть я не могу конкретно сказать, что это были за события, но о том, что что-то происходило, говорит пробой в сентябре, вот он, сентябрь 2021 года, пробой максимума августовской восходящей звезды, то есть вот этой вот свечки. Август-сентябрь 2021 года, вот это вот место, это был ключевой момент, который предопределил все последующие события достаточно жестко. Дальше с начала 2022 года, вот отсюда примерно, идут 3 последовательных импульса. Раз, два, три. Первый импульс. Октябрь 21, июнь 22. Вот он. Импульс и коррекция. В это время происходили разогрев Западом и бандеровцами инфополя, начало конфликта и возможность компромисса в Стамбуле, о котором говорил Путин, и приезд в Киев Джонсона с реляциями скорой победы. Второй импульс. Это июль 22, октябрь 22 года. Вот он. Это оценка золотом реакции России на срыв стамбульских договоренностей и пассажи Джонсона. По всей видимости, тогда российским руководством было принято решение о подготовке к переходу к сценарию более продолжительного конфликта, чем предполагалось изначально. И третий импульс. Ноябрь 22, сентябрь 23 года. Вот он, третий импульс. Это оценка мобилизационных подготовительных шагов России, разворачивание мобилизационных мощностей. Формирование коррекции, вот эта вот коррекция, в феврале 2023 года, это начало пиара контрнаступа. Вот он. И далее 2 падающих звезды в апреле и мае. Вот они. Это апогей пиара по поводу контрнаступа. И фактически начало самого контрнаступа скоро уже будет. Обратите внимание, что коррекция, вот она, это сам контрнаступ. То есть эта коррекция, как реакция на сам контрнаступ, не опустилась ниже коррекции на начало пиара. Вот коррекция начала пиара.
А вот реакция золота на сам контрнаступ. Так вот, она ниже не опустилась, чем реакция на начало пиара. Вот эти три импульса за 2 года сформировали четкую восходящую импульсную последовательность. Технически такая конструкция после ее пробоя вверх обычно заканчивается очень мощным движением. Именно такой пробой, вот он, произошел в самом конце декабря 2023 года. Вот здесь вот он. Почему, собственно, и появился этот неочередной ролик? Во-первых, теперь мы ждем прорыва в область примерно 8,5-9,5 тысяч. То есть примерно вот в эту область. То есть сюда мы ждем прорыв золота гривни. Во-вторых, наиболее вероятно, что это будет только максимум третьей маленькой волны. То есть вот этой вот. Скорее всего, здесь будет ее максимум. А может быть и нет. То есть в том случае, если она будет походить на, скажем так, на пятую волну. Ну, дальше потом еще я вам в следующих роликах когда-нибудь, когда к этой теме будем возвращаться, то есть я более подробно это расскажу. И только после этого в течение нескольких лет сформируются маленькие 4-я и 5-я волна, то есть вот этой вот 3-й волны, которая является внутренней волной вот этой 3-й большой. Ну, ее не видно здесь до конца все. И в-третьих, все это еще должно потом проявиться на валютном рынке и с небольшим отрывом по времени реализоваться в материальном мире, а потом в публичном поле в виде воплей СМИ. То есть примерно такая последовательность будет. Я напомню, что мы с вами уже видели, что рынки в золоте, в том числе и валютные, работают с определенным опережением событий, которые вскоре должны произойти. В ближайшие месяцы и кварталы мы сможем это проверить в онлайне на примере гривни к золоту. И перед тем, как перейти к гривне в долларе, я сделаю одно важное замечание для проницательных и въедливых зрителей. Описывая динамику золота в гривне, я акцентировался только на военно-политических событиях. На самом деле ситуация несколько сложнее и комплекснее. Влияние оказывает и внешняя торговля, и объемопроизводственной деятельности, и теперь уже и Персидский залив, и динамика нефти, там, ну и много еще чего другое. Но в данном случае военно-политические риски играют именно в этой ситуации, то есть в ситуации золота именно к гривне. Они играют ведущую роль. А теперь переходим к гривне в долларе. Как обычно, предупреждаю, отличия жуликоватости будут очень существенные. Справа это у нас гривна в золоте, вот она, в годовых свечах. А слева, вот она, гривна к доллару со второй половины 90-х по настоящее время, тоже в годовых свечах. Тема с гривной к золоту и доллару очень удобный наглядный материал для иллюстрации и практики использования вложенных волн Эллиота. Материал будет непростой, и те, кому не очень интересен самостоятельный анализ, могут эти места слушать в полуха, не напрягаясь, фиксируя только выводы. При этом важно только себе сделать акцент, что есть определенные соображения, которые делают эти выводы наиболее вероятным сценарием. Но при таком подходе без понимания логики самостоятельная корректировка этих сценариев в зависимости от изменения ситуации будет невозможна. Обратите внимание, что золото к гривне росло как минимум с начала нулевых годов. Ну вот с этого места. Вот отсюда. Вообще-то там середина 90-х. И по 2012 год. А доллар к гривне до 2008 года фактически стоял. Вот он. И накапливалось противоречие. Частично оно разрешилось подрастанием доллара к гривне на 50-70% в 2008 году. Вот здесь.
но только частично. Потому что к золоту за это время гривна упала не на десятки процентов, а примерно в 10 раз. С примерно 1400, вот отсюда, гривен за унцию в 2000 до примерно 14 тысяч гривен за унцию в 2012. Вот это место. То есть золото за это время выросло к гривне на 1000%. А доллар за это время вырос к гривне только на 50, 70, ну где-то на 50-70%. И произошло это только в 2008 году. То есть только вот здесь. Условно и очень-очень упрощенно это можно объяснить так. Допустим, вы страна и ее центральный банк. Когда золото сильно отрывается от доллара, то есть когда доллар сильно падает к золоту, вы начинаете задумываться о том, а не перевести ли резервы в золото. И вам тут же сокращают долларовые кредиты. Ну, то есть лимиты по кредитам. То есть вам предлагают погасить часть кредитов и объявляют какие-нибудь торговые ограничения, ну или в конце концов санкции. Ну а если вы не вняли, в кавычках, доброму слову, то тогда вынимается револьвер. То есть вам, как Каддафи, объявляется бесполетная зона, и к вам летит группа финансовых консультантов на F-16 и F-35. Динамика поведения гривны к доллару и к золоту в период с 2000 по 2007, то есть вот этот период, была очень опасна для доллара и евро. Весь этот период гривна росла к доллару, вот он рост, чуть-чуть небольшой, но к доллару растет. А значит, она медленнее доллара падала к золоту. То есть, несмотря вот на эту скорость, она все же падала медленнее, чем в это время падал к золоту доллар. Но когда золото в долларе в 2008 году вплотную, то есть примерно вот в это время золото в долларе подошло к своему максимуму 80-го года, примерно в 1000 долларов за унцию. И в этот момент возникла угроза мощной девальвации доллара, то есть дальнейшей девальвации доллара к золоту. Тогда реализуемая через МВФ валютная политика США по отношению к зависимым или контролируемым валютам резко изменилась. По настойчивым добровольно-принудительным рекомендациям МВФ начались их ускоренные девальвации к доллару. Для того, чтобы его укрепить и не допустить обвала доллара к золоту. Вот этот фрагмент. Это удалось только частично. Доллар все равно в 2009 пробил максимум 1980 года, но упал всего до 2000 долларов за унцию, как вы помните. То есть мы смотрели это на истории доллара к золоту. Смягчить это падение помогла девальвация контролируемых Вашингтоном через МВФ валют. Это было необходимо в условиях эмиссии доллара для перераспределения издержек Запада, в первую очередь США, от кризиса 2008 года по всему остальному миру. В общем, всем нужно было скинуться на американскую недвижимость для американского народа, чтобы он погасил кредиты банкам. Процесс скидывания на это расставание шел через девальвацию национальных валют к западным валютам. Этот график доллара к гривне, как и золота, тоже не учитывает процесс перехода от советского рубля через карбованец на гривну в первой половине 90-х. Поэтому разметка, вот эта вот вся разметка синенькая в долларе, отражает историю примерно с начала середины 90-х годов. Поэтому здесь, как и в золоте, только волны синего среднего масштаба. Вот они. Обозначены большими синими цифрами, но они соответствуют синим волнам среднего масштаба в истории рубля к золоту. Ну и к доллару. То есть здесь нет волн большого зеленого масштаба.
Рост доллара к гривне с конца 80-х по 99 год, то есть вот примерно вот из тех времен, с начала 90-х, по 99-2000 год с наиболее высокой вероятностью я полагаю первой синей волной. Фрагмент с 99 по 2007, то есть вот это укрепление гривны к доллару, с наибольшей вероятностью я полагаю второй синей средней волной. Небольшой образовательный комментарий по волнам Эллиота. В предыдущих роликах я уже об этом несколько раз говорил, и сейчас этот комментарий в качестве напоминания. Или для тех, кто пока не смотрел эти ролики. Речь идет о ситуациях, когда у нас встречается профиль рынка, в котором, например, как на фрагменте с 97 года по 99, происходит рост, а потом коррекция. Вот она. Которая не опускается ниже начала роста. Вот, начало роста было где-то здесь, коррекция ниже начала этого роста не опустилась. Или, например, аналогичная ситуация с рост 2008-2009 года и последующая коррекция, которая не опустилась ниже начала вот этого роста. И при этом первоначальный импульс, то есть вот этот или вот этот, имеет пятиволновую конструкцию. 3 роста и 2 падения. В годовом масштабе эти структуры не видно, мы ее увидим в кварталах и месяцах чуть попозже. В случае, если максимум такого профиля пробит вверх, то есть вот он пробит вверх, вот он пробой, и вот он максимум конструкции, и вот он пробит вверх, то он является импульсом. Если подтвержденным и пробитым импульсом. Если этот пробитый максимум находится выше средней цены за определенный предыдущий период, ну то есть вот средняя цена, вот она примерно, а максимум выше, вот он где находился, ну или там средняя цена находится где-то вот здесь, а максимум находится вот здесь, то это первая, третья или пятая волны. И в случае пробоя максимума первой или третьей волны цены с высокой вероятностью поднимутся от минимума коррекции, то есть вот отсюда, или вот отсюда, вот они минимум коррекции, как минимум на размер первой волны, то есть вот размер первой волны, то есть это как минимум на размер первой волны должен был подняться. Но более вероятно в 1,6 раза и более. То есть эта ситуация вот здесь вот реализовалась. Если сейчас чуть попозже мы вот этот вот момент разберем, почему здесь волна не поднялась на размер первой волны, ну или выше. Именно поэтому вот здесь как раз первая маленькая волна стоит, потому что сама третья волна, она гораздо больше, то есть она вот такая, мы это позже увидим. Ну, как и в золоте, в общем, в принципе. Если речь идет о пробое максимума третьей волны, то наиболее вероятно, что цены поднимутся 1/4 волны в диапазон от 61 до 100% расстояния от минимума первой волны до максимума третьей, отложенной 1/4 волны. Еще раз. Если речь идет о пробое максимума третьей волны, то наиболее вероятно, что цены поднимутся от 1/4 волны в диапазон от 61 до 100%. Расстояние от минимума первой волны до максимума третьей, отложенного 1/4 волны. Примерно такие же конструкции с теми же свойствами работают вниз. Воспринимать эти соотношения абстрактно и на слух сложновато, но сейчас мы дальше с вами будем ими пользоваться на примере гривны к доллару для прогноза ее сценариях. Поэтому, если эти свойства волн Эллиота не уложились сразу в голове, тормозните ролик и прослушайте этот фрагмент еще раз. Сейчас для тех, кто хочет к прогнозу относиться осмысленно, эти свойства потребуются. Ну, в дальнейшем, когда мы сейчас будем дальше смотреть. Но всегда при использовании правил и примет технического анализа нужно помнить, что наиболее хорошо и более точно они, но не абсолютно, они работают в том отображении, для которого и были подмечены и изобретены в первой половине 20 века. То есть
когда цены инструментов измерялись в золоте. Эту поправочку нужно держать в голове, для того, чтобы не заболеть абсолютизмом и не сотворить себе кумира из технического анализа. Возвращаясь к графику, есть простое визуальное правило, то есть, и к волнам Эллиота. Чем длиннее коррекция, вот она, и вот она, после импульса вверх или вниз, и чем уже в ней колебания, вот очень узенькие колебания, вот очень узенькие колебания, тем выше вероятность того, что после пробоя вершины или дна этого колебания будет достаточно масштабное и уверенное движение в направлении первоначального импульса. Вот первоначальный импульс и вот первоначальный импульс. Удачного примера для пробоя импульса вниз в гривне нет, глянем это позже на нефти. Если исходить из взгляда на гривну из середины десятых годов, то есть вот примерно вот отсюда, то наиболее вероятный сценарий для нее это что третья большая и вложенная в нее третья средняя волны будут очень сильно растянуты. Мы это позже глянем. Это следует из очень плоских и очень длинных волн, вторых волн. Поэтому, как только вы слышите, что рубль нужно зафиксировать к доллару, речь как раз вот она фиксация. Прямо и сейчас, немедленно. Помните, это либо идиоты, что наиболее вероятно, либо предатели, отрабатывающие 30 серебряников противника, пытающиеся заложить под экономику России долгосрочную бомбу валютно-финансового кризиса. Без серьезных и фундаментальных экономических и торгово-финансовых преобразований фиксировать рубль к доллару нельзя. По большому счету его вообще нельзя фиксировать к чужим валютам. После выполнения определенной программы действий его можно фиксировать в корзине ключевых ликвидных товаров, включающих в себя и золото в том числе. К этому, похоже, постепенно и движется рубль. Вместе с несколькими валютами БРИКС. Но фиксировать рубль к какой-либо валюте – это измена и создание условий для воровства. Представьте себе, вы фиксировали рубль к доллару. А ФРС взяла и единым нажатием кнопки, то есть единым взмахом своего ФРСовского крыла, сделала долларов в 10 раз больше. То есть напечатала их. И что? Покупать эти доллары и держать котировку? Возвращаемся дальше к гривне. Глобальная структура гривны к доллару примерно такова. Как и положено. После первой и второй синей волны, то есть 2000-2007 года, идет большая третья волна. Вот она. Циферка вот здесь. Сейчас поймете почему. Она с наибольшей вероятностью пока не завершена. Третья большая синяя волна, то есть вот отсюда, которая начинается. Вот она. В свою очередь состоит из первой внутренней синей волны. Вот она. И второй коррективной средней синей волны 2009-2013 года. И как положено, дальше, после первой и второй волн, вот этих вот, идет третья средняя синяя волна. Вот она пошла. Но она с наибольшей вероятностью, то есть она где-то будет вот отсюда. Вот она. Но она с наибольшей вероятностью тоже еще не завершена. То есть глобальная наиболее вероятная структура такова. Первая и вторая большие волны. Дальше начинается с 2008 года третья большая волна. Но она составная. Она состоит из первой, второй средних волн. Дальше с 2014 года начинается внутренняя третья волна. Вот она пошла. Но она пока наиболее вероятно тоже еще не завершена. Это третья синяя средняя волна, то есть вот эта, тоже имеет составную внутреннюю структуру. Ее внутренние волны помечены черными, синими и голубыми циферками. Вот они, мы сейчас с ними потихонечку разберемся.
Такая необычная вложенная структура определяется особенностями движения доллара и гривни в период с 2014 по 2018 год. То есть вот в этом промежутке все и решилось. С 2014 по 2018 год. На первый взгляд, более просто выглядело бы, если бы мы с вами поместили максимум третьей синей волны имеется в виду средней синей волны, в максимум 2015 года, то есть вот сюда вот. То есть вот эту третью среднюю синюю волну поместили бы вот сюда. И тогда бы фрагмент 2016-2021, то есть вот этот вот фрагмент, был бы четвертой синей средней волной, вернее, 2015-2021 года, это вот до сюда. То есть это была бы четвертая синяя волна, вот отсюда. И сейчас бы пятая средняя волна, вот она, завершала бы построение третьей синей большой волны. То есть тогда бы максимум третьей синей большой волны, вот этой вот, завершался бы вот здесь, вот где-то. Ну, может, чуть повыше, то есть вот где-то вот в этой области. То есть уже бы сейчас завершался. И тогда бы нужно было бы ожидать в горизонте нескольких кварталов или лет начала формирования большой четвертой коррективной волны, относящейся вот к этой второй волне, вот к этой. То есть 2000-2007 годов. Но структура динамики с 14 по 16 год, то есть с 14 по 18 год, то есть вот эта вот структура, такова, что такой сценарий является менее вероятным. А более вероятен сценарий формирования в третьей большой синей волне, вот в этой, внутренней растянутой третьей волны. То есть вот это растяжение третьей средней волны наиболее вероятно. Подчеркиваю, как и всегда при анализе рынков, техническом анализе, речь идет не о безусловности и железобетонности утверждений, а как и в обычной жизни о превалировании вероятности того или иного сценария. В рубле к доллару, подчеркиваю, не в гривне к доллару, а в рубле к доллару, мы с вами пришли к выводу, что наиболее вероятно, что максимум третьей синей волны находится примерно в максимуме 2016 года. Ну, то есть примерно вот в это время как бы сформирован. Либо в максимуме 2022 года, то есть примерно вот в это вот время где-то. Но пока в рубле мы не можем уверенно выделить тот или иной сценарий. В этом, в общем, и есть суть дилеммы реализации синей или зеленого сценария рубля к доллару. Если подзабыли или не смотрели, гляньте ролик истории долгосрочного прогноза рубля к доллару. Ссылка на него есть под этим роликом в его описании. То есть, если говорить в терминах рубля к доллару, то для гривны гораздо выше вероятность того, что в ней реализуется сильно растянутый по ценам синий сценарий, который для рубля пока не является доминирующим. Я понимаю, что большинству из вас достаточно сложно воспринимать весь этот анализ. Но, во-первых, я вас немного знакомлю с практикой применения Воун-Эллиота к анализу рынков. Для тех, кому это интересно. А поскольку мы делаем это на реальных рынках, то я еще показываю вам то, как реальные, часто невидимые в онлайне и проявляющиеся позже события влияют на характер волн и как это меняет общую картину и прогноз будущего. То есть я показываю не то, что рынки или там цены чем-то рулят и куда-то людей толкают, а совершенно наоборот. И показываю на то, как с этим связан технический анализ и как он это показывает. Как обычно подчеркиваю, не цифры рулят. И во-вторых, большинство показываемых мной результатов получены более сложными методами. И я показываю непротиворечивость их основных результатов логики классического технического анализа. И немного знакомя вас с практикой использования технического анализа, я пытаюсь сделать так, чтобы у вас возникла своя точка зрения, обоснованная, и способность не просто доверять чужим утверждениям, а воспринимать их осмысленно и критично, тем более, что всяких там
предсказателей и прогнозеров сейчас развелось как собак нерезанных. Следующая, вторая и третья части ролика будут именно об обосновании того, что в гривне к доллару более вероятным является сценарий усложнения и растяжения большой и средней третьих волн. То есть вот это вот растяжение. Как вы видите по графику, сценарий растяжения приводит в горизонте нескольких лет к доллару порядка 100 гривен за доллар. То есть вот примерно вот сюда. Простой сценарий третьей большой синей волны ограничивался бы диапазоном колебаний 20-40 гривен. То есть примерно вот в этой области бы происходили бы колебания в течение нескольких лет. Чуть позже, в следующей части, в обосновании растяжения, я покажу, как события в прошлом меняли характер волн в гривне к доллару и, соответственно, характер интерпретации всей вот этой вот картины. Угадать сейчас в прогнозе конкретные будущие события, не обладая военно-политическим инсайдом, невозможно. Но обозначить характер этих событий вполне можно. Прежде чем мы перейдем в более мелкие масштабы, я бы еще хотел обратить ваше внимание на один крупномасштабный фактор в движении гривны к доллару и к золоту. Его условно можно назвать квазифундаментальным или фактором глобального управления рынками. Если бы он не был отражен на этих графиках, то есть вот здесь и вот здесь, то его вполне можно было бы считать конспирологией. Этот фактор, кстати, относится не только к гривне, но и в определенной степени к рублю, ну и к многим другим незападным валютам. Обратите внимание, что, как раньше я уже говорил, с 2000 по 2012 золото выросло гривне в 10 раз, а доллар к гривне с 2000 по 2007 даже падал. Это являлось следствием того, что украинская экономика в нулевых росла гораздо быстрее американской, британской и европейской. Но потом доллар в итоге подрос на 50-70%. Вот здесь вот, в 2008. Доллар продолжал падать к золоту до 2012 года, то есть вот примерно до этого времени. Но гривна падала к золоту в этот промежуток, вот здесь, примерно с той же скоростью, что выразилось в том, что к доллару она с 2009 по 2013 практически стояла на месте. Вот она. Гривна к доллару почти не падала. И никак не помогала доллару и не укрепляла его против золота. Поскольку экономическая политика Азарова была достаточно эффективна, и чисто экономически гривна падать не могла. Поэтому Запад приспособил для этого Майдан в конце 2013 года. Вот здесь вот. Чтобы стимулировать отток капитала. И гривна сразу поехала в начале 2014. Вот она. И тем самым начала подкреплять доллар. Впрочем, как и рубль. Но рубль в 2014 больше начал падать и за начало падения нефти и газа, наигранного западными баснями про зеленую энергетику. Майдан Незалежный только усилил эту тенденцию ослабления рубля к доллару. Из части средств, которые Запад получил от девальвации гривны в 2014-2022, вот здесь вот, из этой части он финансирует сейчас военные расходы незалежные, надеясь заработать еще, но уже на разграбление России. То есть Запад через девальвацию гривны, вот через это, и поэтому через копеечную скупку черноземов ограбил Незалежную. И часть этих средств вложил в войну, чтобы потом ограбить Россию. Как в 90-х, но уже до конца. Так, чтобы население осталось только для обслуживания трубы. Миллионов 20-30. Все как Шваб и подельники сказали давеча на последнем Давосе. То есть конечная цель Запада в этой войне – нефть, газ, трубы и чернозем есть. А русских и украинцев быть не должно. Во второй половине десятых, начале 20-х, это противоречие начало, то есть примерно вот здесь вот. И вот здесь вот. Вторая половина десятых, начало 20-х. Это противоречие, то есть в плане неравномерности падения гривны к золоту,
начало формироваться опять. Падение гривны к золоту ускорилось, вот оно, а к доллару нет. То есть вот эта ситуация. Как вы увидите чуть позже, когда мы будем смотреть месячный масштаб, ситуация ускорения доллара и пробоя в 2022 году, максимум 2015 года, чисто технически определилась динамикой гривны в 2015 году, в 2020. То есть вот в этом промежутке. Вот в этом промежутке технически было предопределено падение гривны. Это означает, что гривна просто оценила будущие последствия действий бандеровской нацистской верхушки и ее англосаксонских хозяев, осуществленных вот в этом периоде, в 15-20 годах. Меркель и Олланд летом 2023 года это только подтвердили. В 2020 гривна к золоту продолжает лететь вниз. Вот он, 2020 год. И это продолжается до сегодняшнего дня. А доллар сильно приотстал. Обратите внимание, каково соотношение между 2015 годом и сейчас в долларе к гривне и в золоте и гривне сейчас. Вот он какой разрыв. А теперь подумайте, зачем разыгрывается комедия с приостановкой финансирования незалежной? Ну там в парламенте, в американском там, в конгрессах там и прочих всяких местах. Правильно. Не для того, чтобы клоуны в американском парламенте красиво тусовались, а для того, чтобы гривна еще сильнее подвалилась. Как было сказано во втором брате, в Америке все про деньги. Из-за падения гривны усилится отток капитала из незалежной, который и поддержит доллар. У доллара, как вы помните, в среднесрочной перспективе не очень радужные перспективы к золоту. Поэтому ему нужно кушать другие валюты. Да и бабло на войну заканчивается. Нужно гривну подвалить, чтобы еще бабла опять прибрать из незалежной. А вы думали, что кто-то другой это финансирует? Вы думали, что это бескорыстная помощь? Я вас умоляю. Где англосаксы и где бескорыстная помощь? Это вы их с СССРом попутали. Скорее всего, эту ситуацию можно трактовать так, что это незалежное оказывает не бескорыстную, но помощь финансовой системе и ВПК штатов. Шахты и виллы нацистских киевских бандеровцев ведь никто же не отменял. Как ни странно, приостановка военного финансирования Киева для стимулирования обвала гривны входит в противоречие со среднесрочными военно-политическими интересами штатов. Но это как раз тот случай, когда частью среднесрочных интересов жертвуют ради более долгосрочных. А то, что это будет стоить Киеву конкретных жизней на поле боя, то шерифы не интересуют проблемы индейцев. В закрепленном под этим видео посте есть ссылки на онлайн-график гривны к доллару. Это на сайте компании Финам. Эта информация предоставляется компанией бесплатно. Золота в гривне там нету. Это мой уникальный расчетный график по кросс-курсам. Его можно смотреть в публикации на Дзене. Ссылка на эту публикацию в описании к этому ролику. Постепенно знакомясь через мои ролики с рынками, рано или поздно у вас могут появиться собственные идеи и желания улучшить безопасность и увеличить доходность ваших сбережений. Сразу возникает вопрос, как это практически можно сделать. Естественно, нужен доступ к рынкам, а это можно сделать только через брокера. Фрагмент, который будет сейчас, не реклама конкретного брокера. Это пропаганда правильного и наиболее безопасного пути к использованию финансовых рынков для управления своими сбережениями. Просто на примере набора услуг Финама мне проще и удобнее показать последовательность правильных действий по подготовке к наиболее безопасному началу работы на финансовых рынках. Поскольку в услугах Финама все эти ступени и этапы есть и собраны в одном месте. В первую очередь сейчас речь пойдет о вашей собственной безопасности и о безопасности ваших сбережений. Потому что именно мои ролики рано или поздно могут побудить вас
задуматься о собственных операциях на финансовых рынках. Я и обязан помочь вам сделать это наиболее спокойно, правильно и безопасно. Поэтому этот блог я периодически буду вставлять в следующие ролики или ссылаться на него в будущем. И если вы его уже видели раньше и все хорошо поняли, то просто прокрутите ролик вперед на пару сюжетов. Первое, что необходимо сделать, это определиться со стратегией безопасного пути к прибыльной работе на финансовых рынках. Я изложу свою точку зрения на наиболее безопасный и эффективный путь к использованию возможностей финансовых рынков для увеличения ваших доходов. Вы можете выработать свою точку зрения. Но к тому, что я скажу, по крайней мере, имеет смысл прислушаться. Все-таки я обладаю почти 30-летним опытом работы на рынках, практически с ваучеров. И я смотрел на рынке как брокер, как инвестор и как спекулянт. Самое главное, не должно быть никакой спешки. Ничто и никуда от вас не уйдет. Возможности на рынках были, есть и будут всегда. И не бывает так, чтобы несколько дней или пара недель что-то кардинально решили. А вот излишняя поспешность и самонадеянность частенько оборачиваются потерями. Относитесь ко всему этому разумно и спокойно, как к началу серьезного и важного дела, которому нужно будет уделять ваше внимание, время и усилия. Эмоций и мечтаний должно быть по минимуму, а разумного и спокойного действия по максимуму. На мой взгляд, начинать надо свою работу на рынках так, чтобы первоначальные ошибки от недостатка знаний и опыта не нанесли вам серьезного ущерба. И желательно, чтобы существовал страховой механизм от этого, объективный страховой механизм. То есть тот, который работает независимо от того, что вы, как вы к рынку относитесь. Этого можно достичь, если в начале своей работы на финансовых рынках вы сами лично будете управлять только частью своих средств, а остальные могут управляться теми, кто доказательно и проверяемо делает это успешно хотя бы последние несколько лет. Брокеры могут предоставлять несколько форм управления средствами клиентов. В частности, в Финаме есть паевые фонды, доверительное управление и автоследование за стратегиями наиболее успешных клиентов компании. При успешной работе в Финаме вы сами можете легко стать управляющими. По всем этим способам управления средствами клиентов есть исторические графические данные доходности и четкие процедуры раскрытия информации. И подчеркиваю, процедуры операционной безопасности. В зависимости от способа управления есть описание правил участия в прибыли и описание стратегий инвестирования. Предоставление разных способов самостоятельной или партнерской работы на финансовых рынках и возможности для получения опыта, знаний и информации – это та среда, которую создает брокер. Чем богаче и качественнее эта среда, тем больше возможностей у вас. Но в центре всего этого в первую очередь находитесь вы. Любой путь к успеху – это в первую очередь вы сами и ваш собственный путь. И необходимо, чтобы он был наиболее безопасным и эффективным. А правильный путь, как известно, к неправильной цели не приводит. Он не может быть, как того желал старик Хоттабыч в Ольге, быть усыпан розами и лилиями, но его можно сделать максимально безопасным, контролируемым и эффективным. Для успешной работы на рынках нужна в первую очередь информация о них и знание о том, как этой информацией правильно пользоваться. При этом очень важно иметь возможность пользоваться успешными знаниями и опытом тех, кто уже успешно работает на рынках. В обычной жизни вы с таким отношением сталкиваетесь постоянно. Например, когда вы начинали ездить на автомобиле, вас обучал этому тот, кто сам уже умеет это хорошо делать. Или, например, когда вы хотите приготовить какое-то блюдо, вы ищете его рецепт у того, кто хорошо его готовит.
конце концов, в школе и университетах вас учили те, кто сами хорошо владеют этими знаниями. Аналогично с финансовыми рынками, вам нужна информация о движении цен и знания и навыки того, как ими пользоваться. И как минимум на первом этапе желательно, чтобы была страховка тех, кто доказательно и стабильно показывает положительные результаты на рынках. Подчеркиваю, доказательно показывает положительные результаты. То есть может их предъявить и показать, или показать историю качественных прогнозов, а не просто красиво и складно болтает в камеру. Именно все эти возможности, качественная информация, знания и возможность их углубления, а также доступ к успешному опыту, есть та правильная среда, которая может позволить наиболее безопасно начать работать на финансовых рынках. И заметьте, только во вторую очередь после того, что я перечислил, говоря о качестве среды, я добавляю качественный и широкий доступ к самым разным рынкам и размер комиссионных. Это очень немаловажно. На начальном этапе широта рынков не очень важна, поскольку начинать нужно с наиболее простых, емких и безопасных рынков. Обычно это отечественные облигации или акции. Комиссионные же для начальных этапов большой роли не играют. Они становятся важными при росте объемов операций. Среду для начала работы на фондовом рынке и для профессиональной деятельности на нем, вплоть до управления чужими активами, мне наиболее удобно описать на примере Финама. В инвестиционной среде, которую предоставляет Финам, есть практически все необходимые составляющие. А по широте предоставления доступа к различным рынкам и по размеру комиссионных Финам, безусловно, находится в группе лидеров. Первое, о чем я говорил, это информация. На мой взгляд, Финам наиболее широко и полно в графическом и цифровом виде бесплатно предоставляет информацию об огромном количестве рынков и различной экономической информации. График – это самая первая и самая сжатая и емкая информация о том, что происходит на рынке. Ссылки на графики, истории рынков, сырья, валют и многого другого на сайте Финам под этим видео в закрепленном сообщении. Данные можно посмотреть в виде графиков и использовать для этого стандартные приемы технического анализа. Там же можно экспортировать эти истории котировок для их использования в других аналитических программах. Как вы уже видели на нашем с вами канале, есть различные способы и навыки анализа этих графиков. В Финам есть программы обучения этим методам и навыкам. Обучение или информацию об инвестиционных возможностях условно можно разбить на три больших блока. Первый блок информации или обучения – это непосредственно анализ рынков, то есть анализ их графиков. Этот анализ дает возможность понимания логики и прогнозирования рынков. То есть он отвечает на вопрос, на самый главный вопрос, почему мы покупаем или продаем определенный инструмент. Это самый важный блок обучения. Есть самые простые бесплатные курсы. Есть более полные, платные. Я рекомендую сначала по максимуму освоить все бесплатные курсы, а потом взять платные курсы. Они более полные и глубокие. Поверьте мне, это небольшая плата за первоначальные знания. Может быть гораздо меньше, чем потери, которые можно понести из-за недостатка знаний. Вспомните свой опыт обучения вождению автомобиля или лабораторных работ. Первый опыт вождения вы платно получали на чужом автомобиле. Ссылка на дистанционное бесплатное обучение в закрепленном сообщении под этим видео. Пройдя первый этап обучения, можно попробовать свои силы на демо-счете с виртуальными деньгами. Это тоже аналог начала обучения вождению на чужом автомобиле. Я рекомендую начинать именно с виртуального счета. Это поможет оценить свои реальные навыки. Поторговав хоть немного, даже на виртуальном счете, вы почувствуете специфику торговли и бесплатно получите первый опыт. Этот первый опыт будет очень полезен для стратегии движения к прибыльной работе и улучшения своих результатов. Ссылка на быстрое
на быстрое онлайн открытие демо-счета в Финам, закрепленном под этим видеосообщением. Второй блок – это информация о том, какими путями и способами вы можете участвовать в инвестировании или торговле на рынках. Но приступать ко второму этапу нужно только после обучения анализу рынков. Этими способами может быть, например, самостоятельная торговля. Тогда вам необходимо выбрать направление для торговли, например, облигации, акции, валюты, сырье и так далее. И круг инструментов в рамках этих направлений. На начальном этапе я бы рекомендовал наиболее ликвидные государственные облигации и акции. Ликвидные – это инструменты с наибольшим объемом торгов. Помните, чем больше объем торгов, тем лучше работает технический анализ. И наоборот. Ссылка на то, как можно открыть для этого инвестиционный счет Финам, находится под этим роликом в закрепленном сообщении. Все остальное – валюты, сырье, фьючерсы, крипту и прочие зарубежные рынки – можно осваивать по мере получения знаний и накопления опыта. Ссылка на то, как можно открыть для этого счет на рынке Форекс Финам, находится под этим роликом в закрепленном сообщении. При самостоятельной торговле в своих действиях вы руководствуетесь в основном своими собственными идеями и соображениями. В дополнение могут быть бесплатные обзоры управляющих или платное консультационное обслуживание. Но здесь есть скрытый психологический подводный камень. Во-первых, как показывает многолетняя практика, из-за сомнений у клиентов, как правило, редко получается выполнить все рекомендации. Это так называемый кризис, или казус исполнителя. Во-вторых, не всегда получается выполнить эти рекомендации вовремя. Но человеческая психика так устроена, что на положительных результатах мы обычно акцентируемся не очень плотно. То есть мы положительные результаты, как правило, не очень хорошо запоминаем. И, как правило, быстренько приписываем их исключительно себе. А вот негативные случаи западают в память надолго. И в них мы стараемся обвинить кого угодно, кроме себя. Поэтому даже если качество стратегии консультационного обслуживания очень высокое, в нем присутствуют чисто психологические риски необъективного отношения и технических ошибок инвестора. Консультационное обслуживание – это некий гибрид из самостоятельной, как правило, больше технической работы и реализации одной из упрощенных стратегий управления, предоставляемых профессиональными управляющими. Паевые фонды, доверительное управление или автоследование за стратегиями успешных инвесторов – это реализация этих стратегий без вашего технического участия в совершении конкретных сделок. В этом случае вы выбираете по результатам и описаниям только сами стратегии и объем участия в них. Доходности этих стратегий могут доходить до 100-150% годовых. Так, например, было последний год-полтора на восстановление рынков после падения на начале СВО. Но это не гарантированная доходность, возможно и локальные убытки. На мой взгляд, как я уже говорил ранее, на начальном этапе эффективнее и безопаснее сочетать самостоятельную торговлю с несколькими чужими стратегиями. Для начала можно избрать примерно такую пропорцию. 20-25% средств управляется самостоятельно, а 75-80% распределены между, подчеркиваю, между несколькими стратегиями управления. Например, эти 75-80% могут быть распределены между различными паевыми фондами, стратегиями доверительного управления или автоследования. Можно открыть и распределить средства на несколько счетов и независимо участвовать в нескольких стратегиях. Логика такого подхода очень проста. На начальном этапе выше вероятность того, что более опытные управляющие получат результат лучше, чем вы. И даже если вы получите отрицательный результат на части самостоятельного управления, то высока вероятность того, что результаты более опытных управляющих его частично и полностью компенсируют. Собственные знания нужны для двух вещей. Первое – для того, чтобы учиться управлять самостоятельно. И второе – чтобы уметь осмысленно и грамотно выбирать чужие наиболее качественные и безопасные стратегии.
Для наиболее качественного анализа стратегий нужно изучать то, как они ведут себя не только при росте рынков, но и тогда, когда происходит падение рынков. Чем меньше колебания доходности стратегии совпадают с колебаниями рынков, тем она лучше. Через 2-3 квартала, но не раньше, в зависимости от результатов, пропорция средств между самостоятельной работой и управляющими с шагом 10-15% можно поменять. В случае, если вы начнете получать положительные результаты, то в рамках программы автоследования от Финам вы и сами можете стать управляющими. Финам – это стандартная и полностью автоматизированная процедура. Ссылка на стратегии доверительного управления, паевых фондов и автоследования в закрепленном сообщении под этим видео. Мы с вами на нашем канале не занимались методами анализа рынков. Мы в основном занимались определением того, что является наиболее выгодными инвестиционными деньгами. То есть определением того, что является нашей нулевой позицией. Или во что мы возвращаемся после инвестиций. Это навыки правильного структурирования капитала в нейтральной, то есть не инвестиционной позиции. Позже мы с вами определим критерии инвестирования из этой нашей нейтральной позиции, то есть из позиции в золоте. Но частично мы об этом уже говорили. Это достаточно просто. Для большей эффективности и безопасности инвестировать нужно в те рынки, которые растут и имеют устойчивый и надежный прогноз роста в золоте. Как мы с вами увидим чуть позже, сейчас такая ситуация постепенно складывается на рынке сырья. Российский фондовый рынок тоже постепенно подходит к этой ситуации. На примере Финама я коротко описал вам 2 блока обучения и информации, необходимых для начала правильной работы на фондовом рынке. Первый блок, с которого и нужно начинать, он больше образовательный и относится непосредственно к самим рынкам, то есть к методикам их анализа. Он нужен для того, чтобы у вас была возможность хотя бы в общих чертах иметь собственную точку зрения на то, что происходит на рынках. Это нужно не только для того, чтобы непосредственно работать самому на рынках, но и для того, чтобы лучше понимать и хотя бы минимально критично относиться к чужой аналитике и стратегиям. То есть первый блок условно можно назвать обучением навыкам того, почему мы инвестируем в тот или иной инструмент или рынок, или выходим из него. Второй блок больше информационный. Он знакомит вас с возможностями присоединиться в той или иной форме к тем, у кого как минимум несколько лет есть положительные результаты. Для того, чтобы делать это осмысленно и осознанно, нужна информация об этих продуктах. Эту информацию и дает второй блок. То есть второй блок, который описывает возможности различного участия в торговле на рынках, это информация о продуктах коллективного инвестирования. Условно, первый блок образовательный, улучшает наши возможности определения перспективности инвестирования. Второй блок информационный дает нам представление о том, посредством каких продуктов, то есть какими способами мы можем эти инвестиции осуществить и поучаствовать в инвестировании. То есть допустим, что после получения первых знаний и работы на демо-счете мы пришли к выводу, что в горизонте ближайших нескольких месяцев складывается подходящие возможности для инвестирования. И мы принимаем для себя решение, что процентами 20 будем управлять самостоятельно, а остальные средства распределим по 3-4 стратегиям, которые мы посмотрели и осознанно и мотивированно отобрали. Допустим, это один паевой фонд, одна стратегия доверительного управления и пара стратегий автоследования. Сразу встанет вопрос, как это сделать? То есть, как непосредственно совершить эти действия и контролировать результаты. Частично в простейшем виде, в части самостоятельной работы, с набором рынков и способами доступа к ним познакомит уже работа на демо-счете. И первое знакомство со стратегиями фондов доверительного управления и автоследования. Но вы не должны путать последовательность ответов на вопросы. Почему делать? И что делать? С ответами, как это сделать. То есть сначала мы решаем, почему и что, а потом уже начинаем разбираться с тем, как это сделать.
Так как получить доступ к отобранным рынкам и стратегиям, то есть, грубо говоря, как получить доступ к отобранным рынкам и к отобранным стратегиям. Обычно это стандартные программы доступа и совершения операций на рынках, ну и с разными продуктами. Их можно назвать площадками, или в обывательском понимании это как магазины, в которых продаются разные товары. Дальше возникают вопросы, как непосредственно совершать сделки или размещать средства. Какие правила и ограничения операций существуют, какие возможности существуют по привлечению заемных средств. С заемными средствами, кстати, полная аналогия с кредитными картами, которыми вы пользуетесь в магазинах. Как и в обычной жизни, операции на финансовых рынках можно совершать в кредит. Но как и в обычной жизни, сначала нужно для себя ответить на вопрос, почему нужно это сделать. Ответы на вопросы, как совершать действия, есть и в образовательном блоке, и в блоках знакомства со стратегиями. Обычно это описание конкретных торговых предложений и правил работы на конкретных биржах или площадках, и условий, которые предоставляют брокеры. Правильные брокеры заинтересованы в том, чтобы вы работали через них долго и успешно, и чтобы ваши капиталы, а с ними и объемы ваших операций, росли. Поскольку я рисую вам правильную по моему пониманию траекторию знакомства с финансовыми рынками на примере финала, то естественно, что я отношу его к таким качественным брокерам. Но иногда, когда система мотивации сотрудников отстроена не очень четко, могут возникать эксцессы исполнителей. Иногда отдельные менеджеры, некоторых брокеров, чтобы ускорить начало вашей работы и, соответственно, получить свои бонусы, стараются поменять местами вопросы, что и почему делать на рынках, на вопросы, как это делать. Ответы на вопросы, как делать, стандартные, обычно достаточно простые и легко понимаемые и доступные. Но вы не должны путать последовательность решения этих вопросов. Сначала вы должны получить возможность осмысленно решить, почему и что вы собираетесь делать. И только потом решать вопрос, как это сделать. То есть, грубо говоря, как конкретно можно это реализовать. Все ссылки на этапы движения по этой траектории, начала успешной работы на финансовых рынках, под этим роликом. Примерно в той последовательности, как по ней и нужно двигаться. Открытие счета, реального счета, поставлено перед открытием демо-счета. Только с одной целью, по одной причине. Статус клиента компании дает доступ к большему объему бесплатной информации. Я вставил этот блок о возможной траектории начала использования в финансовых рынках только с одной целью, с целью вашей безопасности. Тематика нашего с вами канала такова, что, знакомясь с рынками и их свойствами, у вас может появиться желание использовать их для управления вашими деньгами. Но поскольку у меня достаточно длинный опыт работы на разных рынках и большой опыт общения с разными инвесторами, я могу вас от некоторых очевидных ошибок на этом пути предостеречь. Частично некоторые вещи из этого блока я говорил по отдельности раньше, но сейчас я решил все это объединить и обобщить для вас. На основе этого блока я сделаю, наверное, отдельный ролик и в дальнейшем частенько буду на него ссылаться. Напомню, что базовой площадкой для канала является Дзен. Там ролики выходят раньше всех. Рекомендую вам в качестве резервной связи подписаться на канал в Дзене. Для этого можно в закрепленном под этим роликом сообщении перейти по ссылке и подписаться на канал на другой площадке. В следующих двух частях мы посмотрим квартальные и месячные масштабы гривны к доллару. Уточним и обоснуем долгосрочный прогноз, а также посмотрим анализ и долгосрочный прогноз движения гривны к рублю. В третьей части мы свяжем движение и прогнозы гривны к доллару, золоту и рублю с реальными событиями и прогнозом хода СВО. А потом перейдем к нефти, доллару и золоту. Там как раз намечаются интересные события. На этом разрешите откланяться и пожелать вам спокойного и ясного взгляда на реальность. До встречи в следующем ролике, друзья.